Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о OnePlus Nord SE 3 Lite. Вот такой вот нейминг. Хочешь запоминай, хочешь не запоминай. Что это за смартфон и с чем его едят? Разумеется, это а-ля Realme 10 Pro. Не Pro Plus, но во всяком случае внешне это так же, как OnePlus 2V, допустим, вы помните, Racing Edition, который был. И если брать из плюсов сразу сходу, здесь IPS. Всех, кого расстраивает все-таки AMOLED, а это как-никак 5% покупателей, милости прошу. 120 Гц экрана, 400 тысяч баллов в Antutu, почти 400 ppi плотность пикселей. И по большому счету экран здесь откликается моментально просто на ваше касание. Здесь есть мини-джек, здесь есть Type-C-шник, разумеется. Звук здесь стерео, а не как у некоторых псевдо-стерео. Мы и такое видели даже в топовых флагманах, правда? Плохого сказать можно много. Почему? Потому что, учитывая ценник, а это кислород, это глобалка, вроде бы хочется напасть и сразу рассказать, что бегите за Realme, но глобалки у Realme тоже ни копейки стоят, а Oxygen, операционочка, она, я вам скажу, вывозит очень много моментов в очень хорошем цвете. Процессор 695, по мне, это лютое дно, то есть это самый-самый дешевый средняк, либо топовый бюджетник. Почему топовый бюджетник? Потому что никаких каплей вы здесь не видите. Когда вы видите дырочку, а не каплю, это уже не ультра бюджет, это дорогой бюджет, скажем так. Вибро есть, оно здесь не супер топорное. И в целом претензия к смартфону у меня только одна. В самом начале обзора ее вам оглашу, это цена. Но на распродаже, опять же, на Али он стоит потребно. Но а если брать глобалку не на Али, то там, конечно, все совсем печально. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для линейки Nord упаковке. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 67 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Русский язык, разумеется, на борту, это же глобалка. Габариты смартфона 165 на 76 на 8,6 мм, а с блоком камер 11 мм в толщину. Вес 198 граммов. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте, что я еще Poco F5 разыгрываю. Смотрите запись стрима. Перейдем же к смартфону. И всем огромное спасибо, кто подписался и написал в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Полетели. Приобрести S3 Lite можно в темно-серой и лаймовой расцветке. Дизайн смартфона простой, но несмотря на это выглядит он хорошо. Рамки выполнены из пластмассы, как и тыльная глянцевая часть. Качество материалов неплохое, как и сборка. Смартфон в руке лежит комфортно и пользоваться одной рукой в целом удобно. Грани не натирают, смартфон довольно легкий, не габаритный. Да, ощущается пластик, но опять же вы при любом раскладе будете носить все это дело в чехле. Защиты от влаги у смартфона, разумеется, нет. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Далее есть микрофоны, один основной динамик и один разговорный. Звук здесь стерео, качество звучания меня не порадовало. Но стерео, хотя бы стерео главное. Разумеется, никаких там эквалайзеров кастомных здесь нет. Разговорный динамик значительно хуже воспроизводит звук, чем основной. На борту есть 4 предустановки звука под разные сценарии. Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно. Вибромотор тактильно приятный, но не настраиваемый. ИК-порта нет, но есть мини-джек, и за это огромный им плюс. Летим дальше. Основное, из-за чего будут этот смарт покупать, это IPS-дисплей на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Рамки небольшие, что нельзя сказать про подбородок. Соотношение сторон 20 к 9, плотность пикселей 391 ppi, практически золотой стандарт в 400. Что касается яркости, тут все стандартно для IPS экрана. Яркости не хватает, и если использовать смартфон на солнце, вы будете не рады. В других случаях все более чем хорошо, вам хватит везде. При изменении яркости экран выдал 550 люксов, притом даже во время игры эти люксы не падают. И это хорошо, даже через час. Адаптивная регулировка яркости работает корректно и быстро, ко всему есть режим комфорта для глаз, режим затемнения и не только. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом, тач на 240 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат не худший, что я встречал, даже неплохой, я прямо скажу. Мультитач на борту на 10 касаний откликается просто моментально, не все смарты так могут. Экран, как по мне, нормальный, плюс за то, что это IPS, так как большинство уже устали от AMOLED-ов. Мне, конечно, больше нравится второй тип экранов, так как они ярче и цвета у них насыщеннее, но у IPS
IPS, нет шима и выгорают IPS дольше. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает довольно хорошо, но все равно 1 раз из 10 промахиваешься. А распознавание лица отрабатывает вообще волшебно, моментально, лично у меня. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 695 5G. Как он был на старте продаж медленным, так он и остался прямым текстом. И если вы видите 695 в каких-то средних смартфонах по стоимости, гоните мысль от покупки далеко и надолго. Здесь у нас техпроцесс 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор стандартный, обвес Adreno 619, интерфейс Oxygen OS 13 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 и 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, что не особо актуально для многих. Для 4G сети Band 7 и 20 на борту. eSIM, разумеется, не поддерживается. Звучание во время разговора приемлемое. Микрофон отрабатывает отлично, как и датчик приближения. Запись разговора в стоке есть. Bluetooth версии 5.1. Напоминаю, что есть уже версия 5.4. NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно устанавливать MirPay и оплачивать NFC модулем. Из навигации на борту GPS GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в PC-марке Nord SE 3 Lite не проходит у меня, и это стандартно для смартфонов OnePlus. Не дружат они с тестом на автономность в PC-марке. Но Work Performance смартфон выдал 8051 балл, это не совсем плохо. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, разумеется, беспроводной, как и реверсивной зарядки нет. Заряжается от 0 до сотки у меня за 1 час 10 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube у меня улетает 4%, за час в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит 21%. И это молодец, что он вывез, потому что я был уверен, что 695 скажет мне до свидания, никаких твичей в 1080p я тебе вывозить не буду. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 89 гипсов минимально, максимально 218, в среднем 172 гипса на 100 потоках при 30 минутах. И сразу к протоколу. Никаких чехлов на смартфоне не было, он проходил все это под кондиционером, максимально лояльные условия, я не знаю, почему у меня такие результаты, несколько раз гонял, вот этот лучший. Так что, если у вас на руках данный смарт, можете написать, что у меня что-то не так, и процессор просто волшебно-космический, но по моим тестам не так, как вы поняли. Geekbench в синглкоре 843, в мультикоре 1918. 3D Mark показал Wildlife 1219, Wildlife Extreme 363, Wildlife Stress Test 1216, Wildlife Extreme Stress Test 363, Slingshot Extreme 2924, Slingshot 4084. Закидывать в морозилку смартфон не пришлось, и это хорошо. Вантуту выдал результат в 409 тысяч попугаев, Storage Test показал не лучшие для этого типа памяти 26 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел со средним результатом. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор S5KHM6SX03 на 108 мегапикселей со светосилой f1.7 и цифровой стабилизацией. Оптического стаба эта модель не имеет, что неудивительно за эти деньги. У OnePlus, скажем так. Далее есть датчик глубины на 2 мегапикселя затычка и макросенсор также на 2 мегапикселя еще одна затычка. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps с основного модуля. Вы тоже улыбнулись, учитывая стоимость смарта. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Также максимальное разрешение у него для съемки видео 1080p 30 fps. По моим ощущениям, основной сенсор хорошо справляется только с фото. У видео разрешение маленькое, нет 60 fps. По качеству все скромно, короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что же, начнем оценивать то, что по идее оценивать и не нужно. Почему? Потому что, разумеется, модуль здесь максимально скромный. Здесь я специально фотографировал в движении, когда люди разговаривают. Как вы видите, чтобы получить хорошую фотографию с людьми, необходимо что делать? Правильно, ждать, пока они замрут. Это X2, разумеется, здесь цифровой X2, но если посмотреть, опять же, относительно основной картинки на модуле X1, то в X2 даже в цифре довольно неплохо он справляется. Апертуру 1.7 поставил, ISO 116, все в автомате, разумеется. Здесь нет смысла, если честно, вручную ставить. Здесь соточка была и апертура 1.7. Если говорить о, допустим, размытии, все размыто, все прям супер-мега экономно с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что здесь был закат, видите, отражалось солнце много где, зайчики, и в принципе смарт неплохо справился. Если брать, допустим, идеальный свет,
идеальную постановку, то вы видите, что издали все выглядит довольно потребно. Если вы будете посылать в соцсети, вполне возможно, кому-то дозайдет. Но если уже при ближайшем рассмотрении обращать внимание на детали, деталей здесь практически нет. То есть все аляписто, все неплохо, даже читабельно какие-то надписи, если брать большие надписи, но в целом модуль, еще раз повторяюсь, скромный. Если для соцсетей или для себя, наверное, будет достаточно. Но опять же, освещение должно быть топовое. Что он здесь выставил? Разумеется, он выставил здесь ISO 100 и апертуру 1.7. В принципе, все он правильно сделал. Вопрос уже в том, что, допустим, вот здесь я фотографировал, получается, в движении. И в движении он ничего не смазал, но получилась дымка. Непонятно откуда. Солнце било, скорее всего, в линзу, поэтому такая произошла беда. Ночная фотка. Вроде бы говорят, ночные фотки смысла нет здесь делать, но это с одной стороны. С другой стороны, ну а что здесь плохого? То есть, в принципе, мы видим, что это пляж, что люди. Если посылать через какой-нибудь там Telegram, пока он не запрещен, я, наверное, могу говорить Telegram, то по большому счету нормальная фотография. Не топовая. Здесь было освещение достаточно. Были лампы накаливания ужасные. Держал с двух рук, разумеется, фотографировал. Наверное, если что-то где-то вытягивать при помощи фотошопа будет более-менее приличная фотография. Так это видно, что это безумно дешево. Что это говорит правильно? О том, что ночью использовать данный смарт для фото не вполне разумно. Здесь он сфокусировался на слоне, не на банане, как я хотел, но все равно зато слон получился неплохо. Если человека снимать днем, то в принципе неплохо. Опять же, я находился под крышей, а солнце било вокруг. Если бы солнце било мне в линзу, то было бы все плохо. Вот так выглядит, кстати, много-много разных кактусов, когда их культивируют для того, чтобы расставлять в парке. Выглядит интересно. Если по фотографии, разумеется, края замылены, но здесь не сильно, кстати, потому что фотография была не в движении. И вот в целом, вот то, что я сейчас вижу, это прям нормальная фотка. Эта фронталка уже, вы видите, как примерно вы сможете себя снимать. Если вы будете в каком-нибудь торговом центре, неплохо, нехорошо, вставлял бы я куда-то ее, ну да, если бы нечего было вставлять. Это в движении, разумеется, потому что мы плыли, остановок не было. В движении фотографировать на этот смарт не стоит. Все максимально скромно, но чтобы вы понимали, что хоть как-то можно фотографировать, вот вам, пожалуйста, информация. ISO 233, странно, кстати, я бы выставил ISO 100. И апертура 2.4 для фронталки. Был закат, но видите, солнце более чем. Вот так примерно. Основная камера, максимальное разрешение для съемки 1080p. Не хотелось бы комментировать, но я думаю, вы понимаете, что за эти деньги 1080p это, мягко скажем, оверпрайс. Притом лютейший. 1080p, съемка с двух рук. Уровень где-то Realme C55, наверное, может быть, даже чуть-чуть хуже. Только операционка получше и стабилизация, кстати, более-менее мне нравится. Но такое себе. Это просто вот, чтобы у вас была какая-то камера под рукой и все. Потому что здесь, в принципе, нечего обозревать. Нечего. Это еще учитывая, что здесь нет много солнца фактически и никаких зайчиков. Ночи тоже нет, вы видите. Фронталка в 1080p, разумеется, лучше, чем какая-нибудь там ZTE 50 Ultra, которая у меня недавно была на обзоре. Это снимает более-менее адекватно. Я бы даже сказал, что фронталка у OnePlus снимает лучше, чем его основная камера. Во всяком случае, скин-тон кожи, пусть он не угадывает, но это смотрибельно. Вы можете со мной не согласиться. Теперь еще вопрос, кстати, как здесь микрофоны отрабатывают. Но это уже вопрос к вам, потому что я себя сейчас не слышу. Основная камера ночь 1080p, и это съемка в движении. Напоминаю, что, разумеется, как и все, кто обозревает данный смартфон, что OnePlus 3 Lite, Nord 3 Lite это просто лютый оверпрайс, если смотреть именно на камеры. То есть по камерам это все затычки. Они абсолютно бесконечно бесполезны. Вы можете где-нибудь там еще фото какое-то там сделать потребное, но видео вы сами видите в любых условиях обстановки, это швах. 1080p, торговый центр, диджейский пульт, можно кому-нибудь что-нибудь сказать, можно сделать громко. И вот так вы сможете снимать различные объекты с великолепным освещением. Ну, относительно великолепным, ладно, камера его не любит, но глазу довольно комфортно. Фронталка в ТЦ, роллинг шаттер отсутствует по мне, не вижу во всяком случае.
фронталка у OnePlus, и за что можно любить BBK, за то, что она делает вас намного привлекательнее, чем вы есть на самом деле. Решил замучить камеру OnePlus. Вот эта фронталка, пляж. Ну, вы видите, вот позади меня то, что белое, это должно быть пляжем. По песку видно, наверное. И вот так вы не станете себя здесь снимать. Если у вас будет OnePlus, вы будете снимать вот так, чтобы солнце било в глаза, потому что если бьет в лицо, он вообще ничего не может вытянуть. Пляж, съемка против солнца, и я ожидал худшего, кстати. Примерно того же, что было на фронталке. Но в целом справился смартфон. Справился. Что-то даже вытягивает прямо через облака. Кормим слона 1080p. И поел. Hello. На 3 смартфона я снимал, как можно кормить слона и на фронталку. Тоже, кстати, фронталка здесь не так ужасно. Поел? Поел. В первую очередь кормить его, потому что она беременна. Thank you. Кактусы, много зелени. Вот так их выращивают здесь для парка. Ну и для продажи тоже. Фронталка позади меня, кактусы, которые они выращивают. 1080p. Обратите внимание, что здесь никого нет, потому что безумно жарко. Ну а так это все, наверное, подразумевает, что вы походите, пофотографируете непонятно что, воду, камни. И ночь, основная камера. В ночной фронталке, разумеется, все в безумных шумах, но что-то как-то снимает. И примерно как это как-то вы должны слышать. Байки проезжают, я не знаю, как насчет микрофонов. И опять же, основная камера, ночь, съемка у дороги. Движущиеся объекты, плюс я двигаюсь, плюс много блуждающих огней, источников освещения разных. Начиная от галогеновых лампочек и заканчивая вдалеке лампами накаливания. Неплохо работает. Съемки днем, 10 секунд, движущиеся объекты, солнце, 1080p, ничего не мешает съемке. Вот так. Минусы: нет АК-порта, тротлинг процессора, и цену тоже отнесу к минусам, хотя мы привыкли, что бюджетники у OnePlus стоят космос. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Ну и резюмировать я бы хотел довольно странно. Почему? Потому что внутри меня говорило, не надо делать выход на камеру OnePlus, ну а почему бы нет? 1080p, 30 fps, и вот так вы себя будете видеть, если будете снимать на данный смартфон. Микрофоны работают его родные. А насчет, насколько хорошо или плохо что-то снимает, смотрите мои выходы. То есть, допустим, я на флагманы, на Huawei-вский недавно P60 Pro делал выход также на смартфон, либо на какой-нибудь Meizu. И посмотрите, как они пишут. И напишите мне, что и правда они снимают как-то супер топово. На меня сейчас бьет, получается, 4 прожектора спереди и сбоку где-то 3. Позади меня еще подсветка, то есть по идее все должно быть хорошо. Но такие условия у всех девайсов. Если говорить о съемке, ну максимум он нужен для чего? Для фотографии. Если говорить об играх, даже голос поменялся. Почему? Потому что он не игровой. Хотя все вроде бы он нормально вывозит, но могло бы быть в разы лучше, потому что этот процессор был, еще раз повторяюсь, дном задолго до OnePlus, когда его вуаля супер топовые средники, которые всех расхваливали, потому что у них маржа космос, то есть у них железо хлам, а продают вам им красиво его. В принципе, учитывая, что это OnePlus, учитывая, что это кислород, и учитывая, как здесь все работает, а работает неплохо, я скажу девайсу да, но только для фанатов OnePlus. Либо для тех, кто хочет прикоснуться к вот этой вот кислородной штуке. Почему? Потому что не капля. Вот капля, это уж совсем было печально все. Энки, помните, 10-е, 20-е. Если говорить, конечно, лучше бежать покупать Realme 10 Pro, лучше. Лучше 10 Pro Plus в китайской версии, лучше. Но будут ли они OnePlus? Не будут. Будут ли они, у них свои минусы? Конечно, будут. И так можно долго и упорно спорить, чтобы я купил за эти деньги OnePlus. Я бы не купил. Я бы купил Realme 10 Pro Plus. В китайской версии за 17200, но сейчас курс скакнул, наверное, уже 18 с копейками он стоит, может даже 19. На него часто распродажи, потому что все боятся блокировок. На OnePlus таких историй в глобалках не было. 3SE Lite — это глобальная версия, разумеется.
Если говорить о Realme, вроде бы у всех все проблемы решены. Но это не отменяет того, что BBK снова может сделать переобувание в полете, и у вас будет просто кирпич с Wi-Fi составляющей, как планшет без симки. Будем надеяться, что этого не произойдет, потому что все это длится очень много месяцев блокировки. Надеюсь, они образумятся. Девайсу OnePlus в отрыве от стоимости, включая оболочку и все остальное, максимально скромная да, и скорее даже не от меня. Добра и удачи вам, дорогие друзья!